Приветствую вас, друзья! Меня зовут Станислав Иваницкий. Давайте немножко расскажу о себе. Я занимаюсь фотографией уже более 15 лет. Провожу различные виды съемок, как предметная фотография, так и портретная фотография. В общем, совершенно разные съемки делаю. Также я создатель самой крупной успешной фотошколы в моем городе. Это 717, теперь это называется InPhoto School. Также провожу различные проекты, создаю проекты по мобильной фотографии, например, такие как Mobi School, теперь это InPhoto School. В общем, кому интересно, загуглите. Также я веду социальные сети и в них рассказываю, как правильно фотографировать, как делиться контентом, как ретушировать. В общем, как делать тот самый интересный контент, те самые интересные фотографии, которые будут удивлять вашего зрителя. В общем, не буду больше про себя рассказывать, давайте уже переходить непосредственно к самому курсу и к первому уроку. Цель данного курса — научить вас делать классные, интересные фотографии при помощи смартфона Xiaomi 12 Pro, ну вообще любого смартфона, который у вас есть. Так вот, что мы сегодня с вами узнаем на этом уроке? Сегодня мы с вами пройдем очень важную тему, которая называется ручные настройки. То есть мы научимся с вами делать так, чтобы полностью управлять всеми настройками смартфона, чтобы получать контролируемый результат. Делать те фотографии, которые нужны нам, а не так, как получается на автомате у смартфона. Поэтому ручные настройки — это очень важно. Поэтому сегодня вы научитесь делать вот такие фотографии, и поймете, как они, в принципе, физически делаются, да, то есть и сможете сделать их в любых ситуациях. И первое, о чем мы с вами поговорим, банальнейшая, простая вещь, я думаю, что вы и так все об этом знаете, но не сказать об этом я не могу. Самое главное, с чего вы должны начать любую съемку, это с того, что вы должны обязательно протереть камеру. Не бойтесь это делать, просто нужно себя приучить, потому что если вы не будете этого делать, у вас будут получаться вот такие вот снимки. Вот, поэтому ни в коем случае не снимайте, прежде чем вы камеру не протерли. Например, у Xiaomi 12 Pro большая-большая линза, и она защищена специальным стеклом, которое не царапается, поэтому можете спокойно тереть, и ничего ему не будет. Очень важная тема, и про нее ни в коем случае не забывайте. Очень важная вещь, которую я хочу до вас донести, и мы о ней сразу же должны поговорить, это не надо ни в коем случае снимать против света. Про свет мы отдельно еще поговорим, у нас будет целый отдельный урок, где мы все аспекты этого важного вопроса с вами осветим, но пока что для начала нам понадобится одна простая истина. Никогда, ни в коем случае не снимайте напротив света. То есть, почему так нельзя делать? Во-первых, да, то есть, если мы сейчас с вами фотографируем объект, в данном случае девушку, то получается странная ситуация. То есть, либо она у нас получается светлая, а задний план пересвечен, но если мы сфокусируемся на задний план, у нас получается задний план хороший, а сам объект пересвечен. Поэтому так делать ни в коем случае не надо. Как лучше всего поступить? Не делайте контрастную сцену. То есть, если хотите сфотографировать объект, делайте так, чтобы задний план был по яркости такой же, как и главный объект. То есть не снимайте в контрастных сценах. Так всегда получается гораздо лучше. Почему же так получается? Почему, когда мы хотим, чтобы оба объекта были светлые, получается либо один, либо второй? Это называется динамический диапазон. Динамический диапазон — такая интересная штука, которая показывает нам, насколько наш с вами сенсор в нашем смартфоне либо камере позволяет воткнуть перепадов яркостей. То есть, условно говоря, глазом вы видите перепадов яркостей от самого темного до самого светлого примерно 35 ступеней. Но когда мы говорим про смартфоны либо камеры, там примерно получается 15-17 стопов. То есть, по сути, перепад яркостей, который видит смартфон, в 2 раза меньше. Вот от этого и получается, что у нас либо объект светлый, либо задний план. Да? Вот. Что же делать? Как этот вопрос решить? На самом деле в смартфонах есть очень интересная функция, и в Xiaomi 12 Pro эта функция работает прекрасно. Она называется режим HDR. Поставьте режим HDR на автомате, и получится интересная штука. То есть в этом режиме на самом деле смартфон делает, когда вы делаете один кадр, он делает кучу кадров, но вам об этом не говорит. Из этих кучи кадров он берет и вытаскивает самые важные участки информации и склеивает их в один кадр. Xiaomi 12 Pro делает это просто замечательно. Обратите внимание, когда мы снимали с вами объект, в данном случае девушку, то есть, по сути, мы что? Первый кадр мы сделали в обычном режиме, вот смотрите, да, у нас получился пересвеченный задний план. Во втором случае мы включили режим HDR. И обратите внимание, у нас получилась и девушка светлая, и задний и план светлый. Поэтому всегда включайте режим HDR, он многократно улучшит вашу картинку. Когда многие снимают смартфоном, они делают очень грубую ошибку. Просто наводят смартфон на объект и нажимают кнопочку спуска, чтобы сфотографировать. На самом деле это неправильно. Почему? Вы должны четко объяснить смартфону, что вы от него хотите. Да, например, на очень таких классных смартфонах типа Xiaomi 12 Pro есть интеллектуальный режим, он сам определяет глаз и при этом правильно делает экспозицию. Но все равно, то есть с точки зрения фокусировки и экспозиции, вы должны четко вашему смартфону объяснить, что вы от него хотите. Поэтому всегда пальцем нажимайте на объект, который должен быть
правильно проэкспонирован и быть резким. Если при этом получилось немножко, ну, как бы экспозиция неправильная, например, темновато получилось, пальчиком вверх-вниз отрегулируйте правильную экспозицию. И только после этого делайте кадр. То есть очень важная вещь. Также, например, если вы хотите, чтобы у вас экспозиция вообще не менялась, нажмите на дисплей, подержите 5 секунд, и экспозиция заблокируется, у вас появится такой замочек. Заблокировалась, отрегулируйте экспозицию и можете смело фотографировать. Экспозиция больше меняться у вас не будет. Таким вот образом нужно обязательно делать всегда любой кадр. То есть всегда обязательно нажмите пальчиком в ту область, куда надо сфокусироваться. А для тех, кто снимает видео, заблокировать экспозицию – это вообще основная фишка, потому что в видео у вас не должно экспозиция меняться, становится светлее, темнее, то есть она должна быть заблокирована. Обратите внимание, когда вы смотрите кино, никогда не прыгает экспозиция, то есть светлее, темнее не становится. Поэтому если снимаете видео, обязательно всегда блокируйте экспозицию, либо переходите к ручным настройкам. Почему это важно, сейчас дальше поговорим. А что же это за такая экспозиция, которую я часто говорю? Экспозиция — это общая яркость кадра. В общем, она влияет на то, что картинка получается светлее и либо темнее. И это очень важный параметр, который должен уметь регулировать любой человек, который занимается фотографией либо видео. Неважно, профессионально либо на любительском уровне. То есть, если вы хотите делать четко ту картинку, которая у вас в голове, вам нужно уметь управлять этой экспозицией. И очень классно, что в смартфоне Xiaomi 12 Pro эта функция есть. Режим Pro позволяет вам конкретно регулировать те параметры, которые влияют на экспозицию. То это ISO и выдержка. То есть эти два параметра в смартфонах очень важны. Есть еще третий параметр — диафрагма, но обычно в смартфонах этот параметр не регулируется, он какой есть, такой есть. Поэтому мы с вами можем повлиять на два параметра — ISO и выдержка. Давайте про них немножечко поподробнее поговорим. То есть когда вы переходите в режим Pro, у вашего смартфона такого режима может и не быть, можете проверить, да, но в большинстве смартфонов он есть, а в Xiaomi 12 Pro он вообще максимально продвинутый и позволяет настраивать все, что угодно, и это идет сразу же непосредственно у смартфона в его основной прошивке. Давайте, значит, сначала поговорим про ISO, так как понимание ISO гораздо более простое, чем выдержка. Что такое ISO? Это чувствительность матрицы. Чем выше у вас ISO, тем светлее картинка. То есть по умолчанию у вас смартфон делает это на автомате. То есть если темно, он ISO поднимает, чтобы сделать светлее. Если темно, он ISO опускает, чтобы сделать потемнее. То есть у ISO есть один очень важный такой небольшой нюансик. Чем выше у вас ISO, тем хуже картинка, то есть она будет такая шумная и так далее и тому подобное. Xiaomi 12 Pro даже на высоких ISO прекрасно снимает, потому что у него очень большой сенсор и большая камера, и он позволяет вам увеличить динамический диапазон. То есть такие сенсоры, как правило, по сравнению с обычными сенсорами, картинку дают лучше, потому что они больше по размеру, пиксель больше и больше света захватывает, поэтому меньше шумят. Поэтому в этом смартфоне высокое ISO прекрасно держится. Но тем не менее, даже у любого смартфона, у любой профессиональной камеры, чем выше у вас будет ISO, тем хуже будет картинка. Поэтому, если есть возможность, лишний раз мы ISO не поднимаем. В стандартном режиме, когда мы с вами фотографируем, смартфон сам определяет, что должно быть светлым или темным. Мы с вами договорились, что так ни в коем случае делать нельзя. Даже такой крутой смартфон, как Xiaomi 12 Pro, который очень все круто снимает и делает, сам определяет, все равно нужно ему объяснить, что же мы хотим от него. Поэтому, конечно же, нужно обязательно пальцем тыкнуть туда, что должно быть светлым. Но мы можем пойти дальше и сделать еще круче. Мы можем полностью сами проконтролировать все. То есть мы переходим в режим профи, где у нас с вами есть все настройки камеры. И это очень круто. То есть здесь начинается самая жара. То есть все настройки я вам на следующих занятиях расскажу. Сегодня нам интересно два. Это S, то есть шаттер, затвор, да, и ISO. Вот сейчас это все стоит на автомате, и когда мы фотографию будем делать, он сам определит экспозицию. Но мы сейчас с вами вклинимся в этот процесс и сделаем экспозицию вручную. То есть сначала ставим с вами ISO, ставим его минимальное. Переходим, ставим 50. При этом переходим в выдержку. Видите, он сам пытается поставить выдержку. Вот я начинаю контролировать ее, и смотрите, чем я ставлю выдержку короче, тем становится темнее. Чем я ставлю выдержку длиннее, тем становится светлее. То есть очень длинную выдержку ставить нельзя, потому что если мы будем фотографировать, даже такой крутой стабилизатор, как здесь, не позволит нам получить резкую фотографию. А если, например, наша девушка с вами будет прыгать, бегать и так далее, то вообще все смажется. Поэтому если объект не двигается, и мы снимаем, держа смартфон в руках, максимально длинную выдержку, которую мы можем поставить, это 1/40. То есть вот 1/25 уже может быть смаз, поэтому ставим 1/40. Видите, получилось немножко темновато. Что нам нужно с вами сделать? Переходим в ISO и теперь поднимаем ISO так, чтобы у нас с вами картинка стала правильно проэкспонированной. Самое главное, не пересвечивайте. То есть даже если вы потом фотографию будете ретушировать, пересвеченные объекты вы потом не вернете никогда. Вот, видите, мы с вами настроили экспозицию, можем смело делать фотографию. Все получилось красиво, хорошо. Но если, например, наш с вами объект начнет прыгать, давай прыгнем.
Вот. У нас получается картинка смазанная. Как нам сделать так, чтобы получилось резко? Чтобы получилось резко, нам нужно поставить короткую выдержку. Выдержка понадобится какая-нибудь в районе, что-то в районе 400-640. То есть вот я поставлю выдержку 1/500. Обратите внимание, как стало темно. Нам придется с вами поднимать ISO. Благо, что смартфон Xiaomi 12 Pro позволяет нам ставить очень высокий ISO без всяких проблем. Давай еще раз прыгнем. Вот. Объект подпрыгнул и получился резким. Вот, давай еще разочек. Стой, погоди. Давай еще разочек. Давай, оп, еще раз. Вот. То есть каждый раз, когда у нас с вами девушка прыгает, она всегда получается резкой. Вам только остается поймать этот момент. Да? Вот. Поэтому вы можете сами контролировать ту или иную экспозицию. А теперь, используя все те самые знания о ручных настройках, попробуем с вами сделать интересный художественный кадр. Например, селфи с размытым задним планом. Как я думаю, что сейчас вы видите, в заднем плане не очень красивая картинка, и в большинстве случаев, когда мы дома что-то фотографию делаем, селфи, задний план всегда проблема, да, то есть размытие не всегда хорошо получается, да, вот, и если мы пытаемся просто сделать кадр, сфотографировать себя, получается такой, знаете, некрасивый задний план, да, вот. Я сейчас кадр сделаю, чтобы вам было видно, я еще переверну смартфон в ту сторону, так вот, да, вот, делаю. И получается на заднем плане всякий мусор. Как нам этого избежать? Переходим в ручной режим, ставим режим профи, значит, выставляем выдержку 1/20 и регулируем ISO так, чтобы было потемнее. Самое минимальное ISO ставим. Дальше что делаем? Значит, поворачиваем к себе камерой. Можете фронтально делать, я просто делаю, чтобы вам было видно. И когда мы делаем кадр, начинаем быстро так крутиться, и в это время самое главное улыбаться. И фотографируем. Быстро-быстро крутимся и улыбаемся. И вот получаются такие кадры. Можете проэкспериментировать дома. Еще мы можем по-другому сделать. Сейчас покажу вам, как еще можем сделать, используя длинную выдержку. Тот же самый эффект можем использовать для усиления движения объекта. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы главный объект был резкий, а задний план смазался. Для этого нужна длинная выдержка. То есть, опять же, переходим в режим профи, выставляем выдержку от 1/30 до 1/50. Чем быстрее объект двигается, тем короче выдержка. Я поставлю 1/40. Поставил 1/40. Дальше, чтобы сделать темнее, нужно поставить ISO минимальное. Вот я поставил ISO минимальное, но при этом все равно картинка получается слишком светлая. Обычно в таких ситуациях у фотоаппарата, у объектива есть диафрагма. Мы можем ее закрыть и сделать темнее. Но у смартфонов такой функции нет, поэтому мы будем использовать специальное стеклышко, которое сделает картинку темнее. Можете использовать, например, солнцезащитные очки. То есть, видите, картинка пересвеченная, мы закрываем стеклышком, получается, пересвета уже нет. Что нам теперь нужно сделать? Нам нужно теперь следить за объектом и в это время нажать кнопочку спуска. То есть мы ведем за объектом, нажимаем спуск, и получается картинка, которая нам нужна. Итак, то, что мы прошли сегодня на уроке, позволит вам максимально расширить творческие возможности вашего устройства. Неважно, будь то смартфон, либо профессиональная камера. В общем, всегда старайтесь делать снимки творческие, интересные, художественные, и это позволит вам быть всегда интересным для вашего зрителя. Надеюсь, то, что мы сегодня прошли, было для вас максимально полезно. Пишите внизу комментарии под этим видео, спрашивайте вопросы, и до встречи в следующих видео.